Я, наоборот, наверное, построю свое выступление на трех базисных таких вещах. Все они ориентированы будут в будущее. Наше ощущение, что мы сделали, как мы оцениваем, что мы сделали, и на этой основе, что мы хотим сделать. Вот будет три столпа, или, как они говорят, pillars, на которых я построю свое выступление. И, естественно, я буду это делать в таком ретроспективно-проспективном ключе. Политически Казахстан, я считаю, состоялось как государство. Вы знаете, стартовые условия у нас были уникальные с той точки зрения, что мы были институционально, в человеческом, в кадровом плане наиболее уязвимы. И в геополитическом плане мы были наиболее уязвимы. Огромная территория, демографическая слабость, маленькое количество населения, большая дисперсия в структуре населения, огромные границы, экономическая отсталость, структура экономики была очень слабая, не состоявшийся, не утвердившийся институт. Все это, как стартовые условия, были условиями не самые благоприятствующие для хорошего старта. То есть, когда Советский Союз приказал долго жить, многие наблюдатели и внутри, и вовне думали, что Казахстан, скорее всего, не состоится. Вот. Реалии таковы, что вопреки вот этим прогнозам Казахстан взял как бы такую твердую линию на выстраивание своего будущего, и благодаря целенаправленной политике, которая состояла из формулирования идей, ее упаковки в концепцию, подборе команды для ее реализации, нахождении ресурсов финансовых, экономических, человеческих, выстраивание алгоритма командной работы, состоялось, на мой взгляд, становление Казахстана. Этот этап занял у нас все 90-е годы. Мы прошли через сложности продолжения развала советской концепции, когда мы вынуждены были выйти из рублевой зоны и так далее, и так далее. Вы все это прекрасно знаете, но в конечном итоге мы созрели для того, чтобы потом прийти к осознанию того, что нам нужно выстроить свой стратегический план развития. Стратегический план развития был оформлен в виде стратегии 2030. Там было обозначено 7 ключевых стратегических направлений, которые касались главных направлений. Я вам напомню эти 7 направлений. Первое — это, конечно, политический суверенитет и все, что связано с этим, то есть это внешние факторы. Второе — политическая реформа и выстраивание стабильного общества. Третье — это было глубокие экономические реформы. Четвертое — то, что мы называли healthy way of life, это здоровый образ жизни, это социальный сектор, образование, здравоохранение и так далее. Пятое — это энергетика, ресурсы, поднятие, извлечение финансовых ресурсов для обеспечения поступательного развития. Шестое — наш транзитный потенциал, развитие логистики. И седьмое — умное правительство, good governance. Вот 7 стратегических направлений, которые президент в 1997 году оформил как стратегию 2030. Понятно, что стратегия родилась не в один день. Этой работой мы занимались несколько лет, начиная с середины 90-х годов. Это была очень непростая работа. Были вовлечены ресурсы, молодые ресурсы Казахстана, молодые образованные люди. И, естественно, мы полагались на внешний опыт, и мы подходили к нему избирательно. Мы
везде ездили, мы везде смотрели, мы везде слушали и впитывали. На этой основе у нас родилась концепция 2030, которая в народе была очень остроумно обозначена как 8:30. Вот. Но она работала у нас все эти 15 лет, и сейчас мы находимся на этапе, когда мы даем себе самооценку. Вот смысл нынешнего нашего состояния в том, что мы просуществовали 20 лет при том стартовом скепсисе и при эйфории сейчас, определенной эйфории сейчас. Показатели, даже сторонние наблюдатели не могут отрицать, что показатели хорошие. Экономического роста, социального роста, институционального роста, кадрового роста, они налицо или налице. И это, конечно, является частью нашей гордости, но тем не менее я вам хочу сказать, что внутри в правительстве мы осознаем, что это ни в коем случае не повод для самоуспокоения. Есть ощущение приятности от того, что что-то мы добились, но при этом есть и трезвое осознание того, какие глобальные масштабы проблемы перед нами существуют впереди. Сейчас я хочу сказать, что мы на этапе самооценки. Глава нашего государства выступил с новой инициативой, с новым видением. 2050. Без 10-9. Народ наверняка так обозначил. Но если серьезно говорить, смысл я для себя интерпретирую таким образом, что была творческая оценка и анализ того, что мы сделали за 15 лет стратегии. Первый вывод, который мы делаем, то, что 7 стратегических направлений, которые мы выбрали, они оказались верными. Концентрация усилий, осознанная концентрация усилий на этих направлениях дала плоды. Мы серьезно состоялись как государство по всем 7 стратегическим направлениям. Суверенитет, государственность. Мы за этот период оформили свои границы. Для такого крупного географически государства, как Казахстан, оформить границы юридически – это колоссальная задача. Тем более с такими крупными соседями, как Китай, Россия, центральноазиатские государства. Это колоссальная задача. Наш периметр границ более 14 тысяч километров. Поэтому с нашими человеческими ресурсами сделать эту задачу это было непросто. И политически, и физически. Мы эту задачу сделали. Мы уже хорошо продвинулись по вопросам даже демаркации. И вы знаете, что граница – это делимитация и демаркация, правильно? Поэтому вопрос суверенитета и политической состоятельности Казахстана уже не стоит давно. С точки зрения экономических реформ я призываю посмотреть все показатели Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, АМФ и других, и независимых частных рейтинговых агентств, Fitch, Moody's там, и так далее, Standard & Poor's, все однозначно говорят о том, что Казахстан в рейтингах ушел далеко вперед. Но не в первой единице, а где-то мы оказались посерединке. В хорошей серединке мы находимся. С этой точки зрения мы тоже как бы сделали хорошую работу. Возьмем сектор, значит, healthy, здорового образа жизни, образование, медицина, социальный сектор. Здесь тоже очень много было работы сделано. Наша пенсионная реформа, хотя сейчас в обществе идет достаточно живое обсуждение, хорошо ли это было сделано или плохо. Это другой разговор. То, что идет обсуждение, это уже показатель здоровости, что в обществе идет обсуждение всех этих вещей. Но пенсионная реформа, она работает, и даже некоторые страны берут ее за модель. Но мы, как общество, мы обсуждаем, и мы по прошествии 15 лет работы этой системы ее оцениваем. Где минусы, где плюсы. Есть разность во мнениях относительно наших пенсионных фондов и так далее, и так далее. Но факт то, что реформа состоялась,
уже институционально оформилась, и уже есть разность во мнениях людей в оценке этой реформы. Образование – это был специальный фокус главы нашего государства. Вы знаете о программе «Болашак». Казахстан уникален с этой точки зрения, потому что огромные ресурсы были направлены только на одну эту программу, не говоря уже о других сферах реформы в системе образования. Вся наша система образования, особенно высшее образование, оно переведено на конкурентную основу, на меритократическую основу. Начальное образование, среднее образование, оно обязательно. То есть в Казахстане не может быть неграмотных людей. Рейтинг Казахстана по образовательности с уровнем образовательности 99,7%, один из самых высоких в мире. Следующий энергетический сектор. Вы знаете, что это наш приоритетный сектор. Показатели говорят сами за себя. Мы за годы независимости утроили производство нефти. Мы сейчас находимся в группе стабильно экспортирующих государств. Экспорт нашего энергетического сектора составляет 1,2 миллиона баррелей в сутки. Это получается примерно, нет, даже 1,7. Это где-то 70-75 миллионов тонн нефти. Другие ресурсы, уран, допустим, мы номер один производитель урана в мире. Это тоже сделано в годы независимости. Это серьезный показатель. Сразу хочу сказать, касаясь этой темы, что Экспо 2017 это наша энергетическая тема, и мы специально заострили внимание на энергии будущего в плане тематики 2017. И смысл всего, что мы делаем по Экспо 2017, в том, что мы заявляем всему миру, что Казахстан созрел для перехода на зеленую экономику. В течение 10 лет Казахстан серьезно настроен реально встать на зеленый рельс. Несмотря на то, что у нас запасы угля и других классических ресурсов на очень высоком уровне. Тем не менее, мы смотрим в будущее и надеемся, что это сработает. Транспортная инфраструктура, сектор, 7-е стратегическое направление. Мы за годы независимости построили десятки тысяч дорог автомобильных, реабилитировали. Мы увеличили сеть железных дорог. Мы завершаем исправление аномалий в транспортной инфраструктуре, которые мы унаследовали от Советского Союза. Есть очень серьезный план по строительству железных дорог. Мы завершим к 2015 году закольцевание Казахстана внутри по железным дорогам и закольцевание Казахстана внутри и вовне по автомобильным дорогам. Главной сердцевиной чего станет проект Западный Китай, Западная Европа, который выходит через Россию. И это будет огромный, мощный трансконтинентальный проект, который принесет дивиденды и Китаю, и Казахстану, и России.